Коллеги, доброго времени суток, с вами Атлант. Так, ну у нас есть это накопление, да, из которого уже поджимается уровень. Сейчас пришли в зону повышенной волатильности, да, у нас окно повышенной волатильности, и в ней сделали еще этот выброс, 78 уровень по Фибоначчи. Я в прошлом оговаривал эти моменты, да, что мы можем сюда выйти. Сейчас нужно следить за ценой. Если мы закрепляемся вот в этой, получается, у нас здесь два блока накопления. Первая, да, часть идет, и большая структура, то есть вот в малой структуре мы вышли в окно повышенной волатильности, но тут сейчас у нас слишком большое, да, потому у нас структура длинная идет и не совсем корректная. Здесь вышли к 78 уровню по Фибоначчи, то, что было ожидаемо. Теперь далее я полагаю, ну и вы видите, да, уже отсюда цена сразу ее распродали, откуда большинство трейдеров ожидают шорт с этих уровней. Я думаю, им нальют. И не то, что нальют, да, мы не можем не уйти на глубокую коррекцию 50%, но в район 27200, 27 тысяч, 27 200, да, вот в эти области можем сходить. Тем более нам есть куда вниз прийти к нашей нижней трендовой, да, нижней трендовой нашей большой структуры. И дальше все это дело растягивать до G7. То есть пока картина видится с таким продолжением. Как оно будет конкретно, покажет только время, да? Посмотрим, в общем. Сейчас здесь из вот этого последнего накопления был выход, да, Атлант подсказал встать в лонг. Я несколько лонг позиций закрыл вот в этой области и успел открыть шорт, когда мы пришли к 78 уровню по Фибоначчи, открыл шорт позицию, да, она у меня сейчас ушла в хороший плюс. Стоп за вот этот фитиль, то есть 29 530. Если выбьют, посмотрю, что делать дальше, или перезаходить, или, в общем, нужно будет посмотреть, что они дальше здесь сделают. В эту область еще можем запрыгнуть, да. Так, нижний уровень 28 666. Очень серьезная зона, уровень поддержки, да, у нас получилось, потому что у нас здесь видно его прям первый раз цена сюда пришла, откатилась, второй раз сюда цена пришла, откатилась, и потом выскочили наверх. Очень сильно пугает этот момент, я здесь в группу закрытую написал, вот пугает трехдневный таймфрейм, все метрики показывают дивергенции, много трейдеров говорят про коррекцию, большинство ждут по Фибоначчи 38-50%. Это вот такая картина. То есть большинство трейдеров именно весь рост 38%, да, это к этой вершине, это логично, да, мы по идее сюда и должны спуститься, вот в этот уровень 25 500, вот в эту зону. У нас есть сильный уровень, это 27 тысяч, теперь он уже и еще больше, да, укрепляется, эта зона 27 100, 27 тысяч ровно, ниже которого шорт приоритет, выше пока находимся лонг приоритет, то сейчас лонги все-таки в приоритете.
обратите внимание, у нас Луна, после Луны может быть сброс, да, и либо боковик, и рост. То есть сейчас у нас пошел от Луны рост. Ребят, вот эти все ждуны сейчас может так произойти, потому что я ожидал коррекцию, пока у нас была новолуние, да, из середины, да, вот этот вот момент, они так отрабатывают с лунным циклом. Я это ожидал падения вот в этой области. Но, как видим, да, и это нам не дали. И далее ожидается либо опять боковик, либо рост по-хорошему, да, когда вот, полнолуние приходит. Обычно либо боковик какой-то, либо рост. Ну, бывают, конечно, моменты, как здесь, да, после Луны сброс небольшой, но потом произошел рост, сброс небольшой, но потом сильный рост. Посмотрите вообще все циклы по лунам, кто недавно к нам пришел, ребят, поизучайте цикл Луны, как работает Луна, и используйте. Я не знаю, возможно, в будущем, поскольку приходит искусственный интеллект, сейчас будут боты этим управлять много, рынок и опять поменяется, то есть рынок с приходом крипты сильно изменился, сейчас с приходом ботов он поменялся, а теперь еще и искусственный интеллект будет толпу нагонять, да, там по некоторым где-то подучивать по своим правилам. Binance, вы слышали, запустили, да, там искусственный интеллект, там еще какие-то компании, тот же AKX, по-моему. Вот недавно буквально AKX, по-моему, да, они запустили. Вот. В общем, поизучайте тоже эти моменты. И опять, эти все искусственные интеллекты, это не есть хорошо, так как они будут подсказывать и приучат толпу идти за ним. Но потом какие-то моменты будут, то есть приучит, это разобьет вот эти вот старые, как люди привыкли чувствовать, да, там по циклам лун, там еще какие-то моменты, разобьет, потом какие-то будет, там, например, 3 месяца идем по Луне, 3 месяца идем сами по себе, там, по его понятиям каким-то, по его схеме, системе. Понятие. Так, в общем, вот. Но пока все с Луной нормально. Опять же видим, да, у нас новолуние и пошел вот здесь пока все это дело к росту. И я еще раз говорю, меня пугает этот момент. То есть я сам ожидаю коррекционное движение, сам понимаю, что оно как бы должно быть, вот хотя бы в эту область. Ну, а то и по трендовой, которая у нас здесь образовалась, да, восходящая трендовая, то есть вот сюда вот куда-то в эту область должны прийти, это как раз у нас 61 уровень по Фибоначчи. Если прямо сейчас падать вниз, да, то только где-то вот к 19666, но это прям сильный такой сквизовое, прям давление должно быть, и не ниже вот этой, не должны упасть ниже этого уровня, потому что пробив его, здесь паника, да тут паника уже после 61% начнется, вот пробив эту линию уже начнется паника, народ начнет сливать очень сильно. Возможно, к этому все тянут, и потом оттуда вверх выйти. Но могут, как всегда, как это часто бывает, обмануть. Вот здесь у нас идет опять по MACD, да, вот этот. Продавца нет сейчас, да, вот здесь вот был продавец, здесь еще пытались сливать. В данной ситуации вот здесь вот уже назад, видите, выходит в зону покупок, то есть уже медведь слабый будет. Здесь вот прям очень сильно видно, что медведь слабый. Идет и пересечение по метрикам, и больше вероятности вот здесь формируется того, что нас вытянуть сейчас наверх. Плюс до этого, помните, у нас в группу что-то у меня в группу, в телеграм-канал, кто ребята скидывал. Во-первых, Маска, да, скинул длинная выдержка Falcon Heavy, выглядит как 3 лазерных луча из космоса.
то есть такой как рост 3 лазерных луча. Вот вам 3 шпильки, возможно 3 трехдневные будут. Возможно, не знаю. Это опять же посмотрим. Маск очень много разных подсказывает. Или кто-то скажет, это совпадение, да, много разных совпадений. У нас еще один манипулятор появился, HD. Вот на график смотрит красиво, да, но получается уже не первый раз, что оно как-то мимо все получается. У нас уже тут немного такой получается как юморная такая структура, да, случилась. HD, когда говорит, как мы пойдем, а Натали говорит, все точно. Если HD говорит, что мы пойдем вниз, Натали говорит, все, я набираю лонги. Так, ну еще вот этот момент с зеленым полем, да, остановите пропутку, не продолжайте, пока не коснетесь травы. Тоже момент зеленое поле. И постоянно, да, и я сам тоже полагаю, что да, должны туда сходить вниз, но у нас опять же и банки сыпятся, и CZ недавно, помните, опять 8 вот этих восьмерка, 48. Зачем-то он же это выпустил, вот этот момент напоминания 4 мая. А 4 мая у нас и начало как раз 4 и новолуние. Его сейчас цену сюда выкинули наверх, да, выше вот этого. Сейчас нужно смотреть, если мы будем проваливаться ниже вот этого уровня, давайте его отметим, и на графике он будет у нас. Вот ниже этого уровня, да, тогда лонг приоритет можно выключить на время. Зачем нам его отмечать? У нас есть вот он важный, сильный уровень. Сейчас, вот он, 28 486. Все, что выше 28 666, это лонг приоритет. То есть здесь у нас бык сильный. Здесь, в этой области. Если мы так и будем здесь продолжать, это и хорошо, и плохо. Хорошо то, что нас выкинут наверх. Плохо то, что мы оттуда можем сильно рухнуть вниз вот в этой области. Но, возможно, это изменение будет структуры паттерна. Поэтому придется все пересчитывать, пересматривать. То есть в данный момент даже здесь уже по-хорошему идет изменение структуры. Уже по-другому идем. То есть у нас верхние трендовые изменяются. У нас сейчас ближайшая цель это вот 29 888. Как ни странно. Опять цифра такая, да, совпадает здесь. Мы здесь сейчас посмотрим, как пойдет цена. Помните, да, когда мы пробивали вот этот уровень, я говорил, что у нас цель основная 30 346, это 30 250 и старинный зеркальный уровень, да, 30 346 и область закупа Илона Маска. Но они, конечно же, там и продавали, потом ниже откупали, и скорее всего он здесь опять будет скидывать хорошие объемы, поэтому вот здесь вот этот промежуток нам еще есть куда вырасти. И возможно, не то что возможно, пока мы находимся выше 28 666, больше вероятности выйти вот в эту область и завершить старую картину, ну не старую картину, а вот эту вот картину завершить как раз. Да,
что даже выше выходит, да, в 1 618, 31, 382. То есть и такое вполне себе вероятно. Разбег с медведем в разные стороны. По блокам тоже, да, вот этот набор. Только не здесь, а на графике. Вот тоже момент. Здесь накопление, да, сходили вниз, опять выше поднялись, вниз сходили, здесь торганули, закрыли, опять выше набрали блок, сходили, здесь закрыли позицию, опять вверх закинули. Сейчас как будто бы вот сюда вот пытается спуститься, вот в эту область. Будет ли сюда спускаться? И здесь уже идет у нас трендовая, вот она рядом, старая, с большой структурой. Чем чаще, чем больше мы здесь находимся, тем больше вероятности, пробив этот уровень, уход наверх. А наверх можем уйти вот на вот эту всю высоту. $32 000 приблизительно. Так, ладно, гадать не будем, идем по Атланту. В общем, сейчас выскочили наверх, посмотрим, какое здесь делают накопление. Посмотрю, какую структуру соберут. Вообще у нас идет восходящий клин. Объем хороший. Вообще идет восходящий клин, к которому по-хорошему должны сделать коррекционное движение вниз. И из вот этого тоже восходящего движения постоянного коррекция 0,6 уровень Фибоначчи, 0,5, 0,6 и 78. За ними наблюдать. И новостной фон сегодня: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, уровень безработицы американский, да, и по изменение занятости, это по Европе, да, по-моему, по Канаде, Канада, изменение занятости. Как раз на открытие Америки перед Уолл-стрит, вот здесь. Сейчас, если протянут боковик, немножко спустят вниз, но не ниже вот этого блока, да, вот в этой области. Вот именно вот эту вот область, которую торговывают сейчас. Дальше, вот отсюда, да, куда могут спуститься, вот сюда, вот в эту область. Если вы проторгуют, то как раз отсюда могут вот этот фитиль наверх запустить следующий блок к этой высоте. Интересный такой, как дракон, да, получился, опять же, отсюда выход, лапа, хвост пошел формироваться, первый щелчок, да, второй, и, скорее всего, вот так вот будет сейчас третий, сделают здесь заход и наверх, вот в эту область. Всем удачи, спасибо за внимание, пока.